Добрый день, дорогие львы! Сегодня ваш расклад Таро на месяц август. Это будет расклад на столе. Хочу, чтобы вы поближе могли увидеть карты, рассмотреть их. Напишите потом в комментариях, какой расклад вам нравится больше. Со мной в кадре или вот такой на столе, как будет сегодня. Итак, львы, давайте достанем первую карту для вас на месяц август и посмотрим. Первая карта у нас четверка пентаклей. Смотрите, в августе месяце нужно будет денежки свои попридержать, не давать никому в долг, не тратить, не транжирить. Здесь вот сидит мужчина, считает свои деньги, они как будто бы за цепями, за замками, все спрятаны. Точно так же вам нужно к своим деньгам относиться в августе месяце. Подкопить, не тратить, распределить, спланировать, то есть не делать никаких опрометчивых покупок, больших растрат. Возможно, они вам понадобятся намного больше в сентябре. Ну и в долг тоже никому не давать. Так, следующая карта для вас, львы, на месяц август. Это карта сила. Карта сила — это старший аркан, это очень крутая карта. Сила может быть, знаете, в разных проявлениях. Сила воли, да, когда вы можете добиться всего, так как это старший аркан, это действительно сильная карта. Сила характера, выносливости. Вообще это еще львиная карта, считается, щедрости. Возможно, вы кому-то будете подарки дарить, да. Это не всегда как бы физическая сила может быть. Может быть сила в доброте, в понимании. Знаете, вот видеть, когда проблему и видеть ее решение. То есть вы будете четко решать свои задачи, проблемы, цели. Вы полны силы преодолеть все преграды, которые будут на вашем пути, возможно, в августе месяце. У вас очень такая внутренняя будет сила, как будто бы вы победитель. Так, давайте следующую карту посмотрим. Львы на август. Это карта. Напомню, расклад общий. Это карта король жезлов. Король жезлов у нас очень такой решительный. Жезлы у нас огненная стихия, стихия огня. И это такой человек, возможно, это вы, если мужчина, возможно, рядом с вами такой будет мужчина, который контролирует, принимает решения, несет ответственность, вот активные действия. Может быть, вы к такому человеку будете обращаться за помощью, да, который должен будет решить какие-то проблемы, поможет принять какое-то решение. И еще, знаете, совет этой карты: нужно вам не бояться брать на себя ответственность за что-то или за кого-то. То есть не бойтесь, решайтесь, будьте уверены, внутренней силы вашей хватит. Так, следующая карта у нас четверка мечей. Вот у вас идут сомнения, какие-то переживания, о чем-то вы думаете. Мечи, воздушная стихия, стихия вот мыслей, да, и о чем-то вы беспокоитесь, переживаете. Может быть, это еще, знаете, какие-то тревоги у вас внутри есть, что-то вас беспокоит, какая-то проблема, может быть, связанная с финансами, да, что не хватит там денег на что-то, бессонница, может быть, да, мысли какие-то. По этой карте вам вот нужен именно отдых. Может быть, даже паузу какую-то взять, чтобы обдумать ситуацию и найти правильный выход из нее. Следующая карта для вас, львы, на месяц август. Это карта семерка пентаклей. Это у нас денежная карта. Пентакли у нас деньги. Смотрите, какой-то процесс запущен, да, идет какая-то работа, возможно, что-то вы сделали, какой-то идет процесс работы, но денег пока мало, пока нет еще той суммы, ради которой вы, скажем так, работали, что-то делали. Но процесс идет, деньги есть, нужно немножечко подождать, чтобы добиться того дохода, того, возможно, вознаграждения за что-то. Были потрачены на что-то силы ваши, и вы теперь ждете, когда вы получите деньги. Вы их получите, но нужно немножко подождать. Так, давайте посмотрим следующую часть расклада для вас, львы, на месяц август. И
карта у нас шестерка пентаклей. Снова у нас идут деньги, но здесь, возможно, нужно будет вам все-таки у кого-то попросить, может быть, денег. Может быть, вы переживаете, что вам не хватит денег, например, заплатить там за кредит, за ипотеку. Вы переживаете, как будто бы у кого-то просите деньги. Видите, здесь рука, дающая деньги. Либо вы кому-то помогаете деньгами, либо вы обращаетесь за помощью. Здесь еще есть весы на этой карте. Не знаю, видно вам или нет. Вот они. И по этой карте совет идет, нужно вам взвесить свои доходы, свои расходы, балансировать, скажем так, финансовую сторону, чтобы вам на все хватило, чтобы были и доходы, и расходы, и не было между этим большой вот разницы. Так, следующая карта. Может быть, даже это просто вам кто-то подарок подарит. Не обязательно будете просить деньги. Может, вам кто-то премию даст, или просто подарок подарит, или вернет долг, например. Тоже по этой карте возможно. Так, львы, следующая карта. Семерка жезлов. Семерка жезлов — это у нас, возможно, карта путешествий, поездок, карта транспорта. Может быть, вы куда-то полетите, поедете, потому что жезл — огненная стихия, действия, огня. И здесь, смотрите, жезлы все куда-то мчатся вперед. Может быть, вы в августе поедете там на море, на дачу, на какую-то поездку, мероприятие, командировку. Но еще эта карта показывает именно продвижение вот дел. Если какой-то вот у вас был процесс, да, и он медленно, скажем так, двигался, то начнет наконец-то все двигаться быстрее. Если это какой-то судебный процесс долго тянулся, то вы увидите продвижение, да, в августе будет продвижение каких-то дел, какого-то вашего, может быть, личного бизнеса, дела вашего личного, но это еще продвижение идет. И также по этой карте могут быть какие-то новости, информация, которую вы получите. Может быть, бумаги какие-то ценные, или письмо от кого-то, которое вы очень ждете, звонок телефонный какой-то долгожданный. Так, давайте посмотрим следующую карту для вас. Львы. Это карта десятка кубков. По десятке кубков у вас все будет хорошо. Это у нас эмоциональная карта чаши, водная стихия, стихия эмоций. Здесь 10 чаш, они как будто бы все заполнены, и радуга есть. И вот большущий кубок, кубок изобилия, да, с которого льется, скажем так, фонтан такой, наполненный всеми благами жизненными, которые вам необходимы. Если это какие-то покупки, хорошие покупки, продажа, может быть, покупка машины, квартиры, отпуск хороший, путешествия, подарки. Эмоционально приятная очень карта, какие-то эмоционально приятные для вас будут события происходить, очень положительные, позитивные, которыми вы будете довольны. Так. Следующая карта. Так что, чего вы там переживали, сомневались, тревога какая-то, не переживайте, все будет хорошо. Так, двойка жезлов. По двойке жезлов у вас идет выбор, да, выбор из двух вариантов. Что-то вы выбираете. Может быть, вы выбираете, куда отправиться путешествовать. Может быть, вы выбираете направление, по которому идти дальше, там работать или учиться, направление сферы деятельности. Может быть, какое приглашение принять. Но это идет карта выбора по двойке жезлов. Что-то вы будете вот выбирать в августе. Так, следующее. Либо же еще можете умножить что-то, что у вас уже есть, купить что-то дополнительно. Так, последнюю карту давайте для вас достанем, дорогие львы, и посмотрим заключительно. Королева Пентаклей, вообще чудесная карта. По этой карте у вас будут деньги, вот они у вас есть в руках, вы будете ими распоряжаться, возможно, будете распределять деньги, да, как по этой карте весы, как по этой на нужды, да, чтобы вот на все хватило, и на еду, и на квартплату, и за кредит, и за ипотеку, и что-то, может быть, купить. Будете, знаете, вот как женщина, либо же мужчина, если вы мужчина, распоряжаться своими деньгами и планировать расходы четко по плану. Но это еще может быть подарок, хорошая финансовая сделка, прибыль хорошая от какого-то, да, дела. Деньги у вас будут, и королева Пентаклей, вы будете как королева этими деньгами распоряжаться. Так, вот такой вот у вас расклад, дорогие львы. Напишите в комментариях, какой вам больше нравится. Я почитаю, мне будет интересно. Я благодарю вас за внимание. Увидимся с вами в новом раскладе на сентябрь. До скорых встреч. Жмите лайк под роликом, как всегда.
И увидимся совсем скоро. Пока-пока.